Так, видео о том, как монтировать напольные плинтуса ПВХ. Значит, начнем с того, какие же нам инструменты надо. Значит, по спецтехнике электроинструмент. Болгарка с отрезным кругом по металлу. Перфоратор с шестеркой буром по бетону. Значит, шуруповерт с рексовым наконечником. Пылесос. По обычному инструменту это маленький молоток, рулетка, линейка, не обязательно уголок, можно линейку, простой карандаш и расходные материалы. Это дюбель гвоздей под шестерочку, я использую четверочку, 4 сантиметра, и саморезы по дереву тоже 4 сантиметра. Сами плинтуса вот такого типа, накладные. Заглушка внутри я не использую, смотрится ужасно. Лучше такие накладные, смотрятся они вот так. Да, вот уже смонтирован один плинтус. Ну и также фурнитура для плинтусов. Это левая, правая заглушка, угол внутренний, соединитель, а также внешний угол в сборе с такой вот бабочкой. И сам угол внешний выглядит вот так. Сейчас покажу. Вот внешний угол, две заглушки, внутренний угол, соединитель. Бабочка идет к внешнему углу. Вот такая фурнитура необходима. У кого-то может быть внешних углов в квартире не быть. Если правильное помещение, то внешних углов не будет. А внутренне во всех есть заглушки, во всех соединители. В большинстве своем. Вот все, что нам надо для того, чтобы смонтировать плинтуса. Так, начинается монтаж плинтусов с раскладки. Да? Это у меня сторона прибита уже. Значит, раскладываем все палочки от стены до стены. По одной стене мы монтируем. Вот мне на эту стену нужно 2 палочки, потом я раскладываю. Устанавливаю оконечную арматуру. Значит, сейчас я уголок ставлю. Там уголок внутренний ставлю. И здесь мне нужно определиться, где будет шовчик. У меня помещение, да, вот такое. Значит, логично шов сделать либо за этой трубой, либо посередине под батареей, либо здесь. То есть сами для себя выбираем, где лучше, и дальше будем отмечать. Сначала вставим конечные уголки. Так, вот устанавливаем один угол, упираем в стенку. Второй угол упираем в стенку. И выбираем место, где нам стыковаться. Да? Делать так, что одна планка целая, тут резать не рекомендую, потому что, некрасиво будет видеть заглушку. Допустим, вот тут я сделал, но я знаю, у меня тут тумба будет стоять. У заказчика будет стоять тумба, и это все закроется. Поэтому спокойно за тумбой делать. Здесь, подсоединить батарею не очень красиво. Выбираем за этой трубой, чтобы была красота, чтобы везде больше стыков не было. Все. И отмечаем. Выбираем трубу и на одной планочке помечаем карандашиком, и на другой. Вот так, симметрия за трубой. И режем. Так, напоминаю, ставим уголок. Один, второй. Отметили, отрезали и соединили. Только потом мы начинаем это все дело прибивать. Значит, выбираем сейчас лицевую сторону и прибиваем внутреннюю часть. Вот так вот прибиваю. Шаг делаю 30-40 сантиметров между саморезами. Здесь был край, поэтому разделили этот промежуток пополам, чтобы по краям было, как получилось. Все. Вот так вот, с таким вот интервалом прибиваем планочки. И все, потом останется только лицевую часть
одеть и все. Вот такой шовчик я оставляю, где соединитель будет. Все, накидываем лицевую часть. Ну вот еще один момент. Если вы видите, после того, как вы планочку прибили, да, и где-то вот появляются вот такие вот зазорчики, вот, у стены, значит, надо еще добавить сюда один дюбелек. Вот. Это неровности стены, вот видите, надо добавлять в эти места еще по одному дюбельку, иначе плинтус ляжет неровненько. Добавляем сюда еще один дюбель и прислам более плотно, если у нас здесь отходит плинтус. Смотрите, пристальное внимание нужно отнести к уголочкам. Засверливаться возле угла это обязательно. Тут и тут. Но так как расстояние от угла очень маленькое, большая вероятность отколоть этот угол вообще. Если вы не уверены в прочности вот этого угла, лучше не сверлить. Отколите угол. Тогда надо что-то думать другое. Надо очень аккуратно засверливаться, дабы не отколоть этот угол. Вот. А так должно выглядеть вот так, бабочка это. Ну все, плинтуса. Ну вот все, плинтуса готовы. Получилась вот такая красота. Беленький цвет откосов. Ширина, кстати, тоже. Обналичник 7 и плинтус 7. Это очень важно. Если больше обналичник, то и больше плинтус надо брать. Надо, чтобы одинаково было. Все примыкания. Все примыкания. Проверяем, чтобы нигде не было зазоров. Углы, чтобы ровненько стояли. Все примыкания. Все должно быть. Балконное примыкание. Значит, вот пришлось вырезать плинтусики, да? Должно быть все очень ровненько вырезано, чтобы все было красиво. Углы чтобы стали. Под дверь это чтобы встало все. Такая. Вот так вот все должно выглядеть. Да будет с вами Господь.